Такие веточки можно использовать в различных цветочных композициях, и в этом видео я покажу, как их сделать. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Взяла фоамиран оливкового цвета. Это иранский фоамиран толщиной 1 мм. Почти все ссылки на материалы я оставлю под видео в описании. Для придания листочкам фактуры использую вот такой пластиковый молд. Он называется лист универсальный. Его размер 5,5 на 7 см. Этот размер подходит для самого большого листочка. Я сделала шаблоны, и всего будет 5 размеров, а листочков будет 10. По 2 каждого размера. Шаблоны также вы найдете в описании под видео. Из фоамирана нарезаю полосы, ширина которых больше размера молда на 1 см, то есть ширина полос 8 см. Утюг с нагревом 3 точки, для удобства ставлю подошвой вверх. И еще мне понадобится толстый кусочек поролона. Молд укладываю рельефной стороной на фоамиран и прогреваю на утюге. При этом слегка и осторожно растягиваю фоамиран, а затем вдавливаю молд с фоамираном в поролон. И так держу примерно 10 секунд, пока фоамиран не остынет. Получается вот такой оттиск. И не забудьте надеть перчатки, которые уберегут ваши ручки от ожогов утюгом. А затем продолжаю делать такие же оттиски на полоски. Старайтесь, чтобы получившиеся отпечатки дальше не попадали на горячую подошву, иначе фактура исчезнет. Всего делаю 10 штук, но можно сделать и 8. Так как самые маленькие шаблоны листов плюща можно уложить по 2 на 1 лист. Я потом так и сделала. Теперь полосы разрезаю на отдельные оттиски. Складываю пополам, перевожу шаблон и вырезаю. Как уже сказала, нужно сделать по 2 листика каждого размера. И 2 последних самых маленьких шаблона умещаются на одну заготовку. Для более экономного расхода фоамирана можно использовать другой молд меньшего размера, если у вас, конечно, есть такая возможность. И как видите, 2 заготовки у меня остались невостребованными. Для создания цветовых переходов на листьях использую масляную пастель 2 цветов. Она хорошо растушевывается на фоамиране, не стирается и не выцветает со временем. Чтобы нанести пастель, использую кусочек поролона. Зеленый цвет наношу по краям, оставляя незатронутой середину листа. Также слегка прохожу по обратной стороне листа. И повторяю на всех листочках. Пастель коричневого цвета наношу на листочки с помощью жесткой кисти.
И также проделываю это со всеми листочками. Не забудьте после окончания работы хорошо вымыть кисточку теплой водой с мылом. Для стеблей и листьев использую флористическую проволоку в бумажной оплетке коричневого цвета. Толщина этой проволоки полмиллиметра. Нарезаю на кусочки длиной примерно по 10 сантиметров. Проволоку приклеиваю с обратной стороны листа с помощью суперклея. Только предварительно нужно подкрутить кончики листочков, придавая им некоторый изгиб. Сделать это можно и после наклеивания проволоки, но удобнее все же без нее. Ветку собираю из готовых листочков с помощью флористической тейп-ленты. Она имеет небольшой липкий слой и цвет, который бывает разным – зеленый, белый, розовый и другие. У меня лента коричневого цвета. Перед применением слегка растягиваю ленту. Это увеличивает в том числе ее липкость. Листочки соединяю, оборачивая их лентой. При этом располагаю их попеременно слева и справа. Длину готовой ветки можно регулировать, располагая листочки на разном расстоянии друг от друга. И чем больше будут эти расстояния, тем длиннее получится готовая ветка. И наоборот. Концы ленты подклеиваю, так как липкого слоя самой ленты будет недостаточно для того, чтобы она держалась на конце. Для того, чтобы переход цвета на соединение листочка с проволокой был плавным, корректирую с помощью маркеров. И теперь слегка сгибаю и сам стебель, и листочки, приподнимая их над стеблем. Длину таких веток можно сделать какой угодно, добавляя большее количество листочков или увеличивая расстояние между ними. Надеюсь, вам понравилось. И тогда поддержите меня лайком и напишите несколько слов. Это помогает в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.